Привет, друзья! В этом мастер-классе мы нарисуем простой и эффектный сюжет для новогодней открытки, а может быть просто красивого рисунка, который вы можете повторить не только сами, но и на каникулах со своими детьми. Начнем с того, что наметим карандашом наши будущие апельсинчики, чтобы это выглядело красиво. Для этого я использую крышечки от витаминчиков. Вот так вот мы рисуем витаминчики с помощью витаминчиков. Наши апельсинчики могут находить один на другой. Я использую крышечки двух размеров, обвожу их, потом лишние линии можно стереть. У меня получается несколько больших апельсинчиков снизу. Может быть, еще один большой будет сверху и парочка небольших где-нибудь наверху. Точное копирование расположения апельсинчиков не имеет очень большого значения. Вы можете варьировать положение, но обращайте внимание на то, как воспринимается композиция. Можно оставить чуть больше воздуха сверху, тогда композиция будет смотреться легче. Постарайтесь избегать симметрии и повторяющихся монотонных форм. То есть даже если вы рисуете какие-то кружочки одинакового размера, постарайтесь, чтобы они по-разному заходили один за другой. Сегодня я буду пользоваться вот таким замечательным подарком. Это очень изящная маленькая коробочка для палитры с акварелью. Я уже сделала выкраску красок, которые там расположила. Если вам интересно, какие цвета я выбрала для своей палитры, напишите в комментариях, и я запишу на эту тему отдельное видео с объяснением, почему именно эти цвета я выбрала для палитры. Излишки карандаша можно стереть, чтобы открытка выглядела чище и аккуратнее. Для акварели лучше использовать клячку, она не травмирует бумагу и не оставляет грязных шурушек. И начнем с того, что мы сделаем первый слой наших треугольничков. Я начну с желтого цвета. Здесь я использую ганзу желтую. Вам рекомендую взять тот желтый цвет, который у вас обладает прозрачностью. Например, лимонный, он часто немного кроющими свойствами обладает, то есть он не до конца прозрачный. Прозрачность можно увидеть, если вы сделаете выкраску цветов. Вот. В данном случае ганза желтая, она прозрачная и оставляет такие яркие светящийся цвет именно за счет прозрачности. Не критично, если у вас нет ганзы желтой, и вы используете какой-то другой цвет. Здесь мы будем варьировать вообще-то цвета и оттенки. Я просто начала с желтого цвета. На кисточку я набираю большое количество воды для того, чтобы у меня получились ровные заливки. Пока что сейчас нам нужна ровная заливка, и я набираю такое количество воды, чтобы сейчас я могла, после того, как прокрасила весь мандаринчик, апельсинчик, добавить еще в него капельки оранжевого цвета, для того, чтобы цвет внутри заливки был не плоским и равномерным, а был интересным и многообразным. Дальше вокруг моего получившегося колесика я добавляю корочку. Ее тоже можно сделать многоцветной, то есть использовать немножко желтого цвета и немножко оранжевого. Для того, чтобы цвета свободно перетекали друг в друга, должно быть достаточное количество воды. То есть вы не должны их вбивать кисточкой, они именно сами должны перетекать один в другой. Если вы чувствуете, что ваша кисть начинает оставлять полосы, то есть у вас не получается работать капелькой. По ощущениям вы должны именно капелькой работать. То есть на кончике кисточки остается капля с пигментом, и вы ее подгоняете к нужному месту, заполняете
пигментом нужный вам участок. Как только вы чувствуете, что у вас вот эта капелька перестала оставаться, набирайте еще чуть-чуть воды. Если чувствуете, что цвет слишком густой и получаются плотные непрозрачные заливки, тоже добирайте еще немножко воды. Я здесь пока что не использую палитру для смешения цветов, то есть я беру чистые цвета прямо из кюветок. Я выдавила их в свою палитру из тюбиков и прямо из них беру цвета. Но всякий раз я внимательно слежу за тем количеством воды, которое мне необходимо. То есть у меня уже на кисточке большое количество воды. Открытка у нас маленькая, и воды нужно не так уж и много. То есть у меня кисточка размера 5 колонок. И воды для такого размера она держит очень хорошо. Самое главное, не давайте себе чувствовать, что вы работаете как будто бы гуашью. То есть если появляется вот это чувство, что вы делаете мазки как гуашью, сразу же набирайте больше воды. Потом она подсохнет, ничего страшного, или можно будет потом собрать большое количество, больше излишки воды. Сейчас нам нужны прозрачные заливки, а нам не нужен кроющий плотный цвет, как в гуаше. И вот таким образом я заполнила оранжевым цветом мой апельсинчик и добавляю в него немножко красного. Можно было бы добавить и желтого, но у нас уже есть желтый снизу, и я хочу, чтобы было небольшое чередование цветов, то есть у нас будет несколько красных пятен, несколько желтых, может быть, даже какие-то зеленоватые получатся. Обвожу корочку и двигаюсь к следующему апельсинчику. Между дольками и корочкой я просто оставляю сухой пробел. Если вы оставляете лист сухим, акварель не будет перетекать между заливками. Но иногда рука, конечно, дрожит, и пробела не получается. В этом случае акварель немножко перетекает из одной заливки в другую. Но здесь я хочу вас призвать к следующему образу мысли. Представьте себе пятно кетчупа, которое вы, допустим, разлили себе на какое-нибудь светлое нарядное платье. Если вы будете это тереть, то, скорее всего, это пятно только разрастется. Если вы оставите его в покое, можно просто немножко хотя бы стереть там избытки, излишки, но делать это минимально. То же самое с акварелью. Если у вас где-то что-то потекло не так, как вы планировали, лучше все-таки оставить это. Это даст такой неповторимый шарм, акварельность и такой эффект спонтанности в вашей работе, чем если вы будете бесконечно затирать, пытаться все это очень сильно контролировать, собирать и делать супер как-то выверенно, идеально. Оставляйте небольшие подтеки, пусть вот это вот чувство того, что краска текла, что это было спонтанно, где-то немножко небрежно, пусть оно останется, пусть останется эффект живой настоящей работы. Ну а тем временем я уже перешла к 4-му апельсинчику, его делаю чуть-чуть с зеленцой, то есть видите, я здесь варьирую цвета по цветовому кругу от красного через оранжевый, желтый и даже переходя к зеленому. Для зеленого я не беру чистый цвет, я использую голубой цвет. Вот видите, у меня наверху та самая крышечка от витаминов, чтобы не брать дополнительную палитру, я в ней смешала мой желтый цвет и капельку голубого, чтобы получить такой свежий, чистый зеленый оттенок. Можно было бы взять какую-нибудь майскую зелень, она бы была такого же цвета, но у меня в палитре ее нету, и я спокойно обхожусь без зеленого цвета. Мне достаточно тех многочисленных смесей синего с желтыми, которые дают гораздо более интересные и многообразные цвета. У меня на канале есть видео, посвященное проблеме зеленого цвета. Если интересно, загляните, посмотрите. Оно находится
где-то где-то здесь в описании будет ссылка об этом видео. Я продолжаю заполнять цветами мои апельсинчики. Выбирая цвета, я думаю, во-первых, о том, чтобы цвета немножко чередовались. Во-вторых, есть довольно устойчивая конструкция, которая состоит из 3 элементов. Любая конструкция, которая состоит из 3 элементов, она выглядит более устойчивой и уравновешенной. Поэтому в этой композиции я тоже стараюсь создать 3 элемента, у которых будет определенный цветовой набор. Например, здесь у меня есть красные апельсинчики, и я здесь подумала о том, что было бы неплохо иметь 3 красных пятна, которые будут образовывать вместе какую-то неправильную форму треугольника. Здесь также есть 3 зеленых пятна, ну а остальное уже желто-оранжевый цвет, он здесь скорее такой фоновый эффект имеет, то есть здесь все остальное уже желто-оранжевое. А вот зеленые и красные, они такими отдельными точками существуют. Ну и дальше уже, когда первый слой апельсина готов, в этот момент можно добавить и фон. Я использую голубой и бирюзовый цвет попеременно, стараюсь отступать маленькие полосочки между апельсинчиками, пока они еще не подсохли, чтобы цвет в них не потек. Если вы боитесь, если у вас не очень, скажем так, большая уверенность в вашей руке, и вы боитесь сильно, что затечет, дождитесь, пока ваши апельсинчики высохнут, и потом уже после этого можно будет добавить фон. А кроме фона, после высыхания и только после высыхания можно добавить небольшую текстуру на мякоть апельсинчиков. Для этого я беру желтый цвет, разбавляю его водой немножко до прозрачности. Я чуть-чуть добавляю здесь оранжевого, чтобы желтый был чуть более теплым, не таким прозрачным, как он был до этого. И начинаю мазками, такими черточками, пунктирчиками добавлять текстуру внутрь нашей корочки. Изначально мы уже внутри апельсинчиков создали многоцветную заливку, поэтому цвет, который будет наложен сверху, он тоже получится многоцветный. Не за счет того, что мы его меняем, а за счет того, что акварель обладает прозрачностью, и тот факт, что по нижнему слою идет какая-то многоцветная заливка, тоже будет заметен и в верхнем слое. То есть это будет такой двухслойная оптическая история, красивая, которая будет выглядеть интересно и эффектно, и не требует большой супер какой-то художественной подготовки серьезной. Самое главное, это оставляйте цвет прозрачным, не делайте его плотным, как гуашь. По красному цвету тоже можно пройтись желтым цветом. Это даст такой оптический желтый, смешиваясь с красным, дает оранжевый. То есть здесь мы можем немножечко приглушить, например, красный цвет с помощью желтого, но тоже следите за тем, чтобы у вас цвета были чистые. Потому что если цвета запачкались и они будут грязные, то соответственно, и акварель уже получится не такая свежая, не такая сочная. Кое-где у меня подтек немножко цвет синий в красную апельсинку, поэтому я туда добавляю чуть больше красного, потому что если добавлю желтый, у меня будет еще больше грязь, будет больше зелени, поэтому добавляю в том случае больше красного. Ну и так дальше прохожусь по каждой долечке такими мазочками, пунктирчиками, тем самым создавая текстуру. И обратите внимание, что цвет не плотный, опять же повторяюсь, а немножко прозрачный. То есть он нужен даже не процентов на 50, он
даже не на 50, наверное, процентов на 20 он здесь нужен для цвета, и процентов на 80 он создает текстуру и немножко добавляет, ну, мы можем немножко где-то уточнить форму, если где-то что-то утекло, подровнять где-то края, если они ну, с первого раза получились чуть-чуть неровные, в том числе и не только в корочке, но и в долечках. В конце можно немножко побрызгать красным цветом или желтым цветом, или даже белым цветом. Для этого я ставлю руку и об руку стучу влажной кисточкой с нужным мне цветом. И вуаля, вот такой вот несложный и довольно простой сюжет, с помощью которого можно сделать и открытку, у нас получился. Не забывайте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если у вас остались вопросы. И до встречи в следующих видео. Пока!